Друзья, всем привет! У нас сегодня будет новый влог. Соня, скажи привет. Соня, скажи привет. Соня сегодня грустная. Очень грустная сегодня Соня. В общем-то, друзья, да, вчера у нас была суббота, и мы не снимали, потому что мы были заняты целый день. Вы не поверите, что мы вчера сделали. Мы потратили на это целый день, но как бы основную часть работы мы уже проделали, осталось совсем немного. Вот, а сегодня я вам покажу заказ, который мне пришел с сайта Симоленд. Очень много интересного, очень много новогоднего, поэтому я думаю, вам будет интересно. И давайте же покажу уже то, над чем мы работали вчера целый день. Это вот такой камин. Девчонки, в общем-то, мы решили в этом году сделать себе камин. Мы его сделали из пенопласта. В него, кстати, очень любит прятаться кот. Вот. Наклеили кирпичики вот такие из коробки. В общем-то, весь каркас у нас полностью сделан из таких вот пенопластовых листиков. Сонь, слезь, пожалуйста, не надо на него залезать. Вот. Высота где-то получается у него 300, наверное. Толщина пенопласта, я имею в виду. Листы мы брали метр на метр, и вот и 3 сантиметра у него толщина. Вот, в общем-то, мы его сделали вчера, но сам каркас достаточно быстро собирается, большую часть времени занимает вот это вот вырезание и черчение вот этих кирпичиков и расклейка их. Не на весь клей еще они клеются, очень хорошо на клей-пистолет приклеивать. Поэтому мы вот, в общем-то, вчера заморачивались, у нас клеевые стержни закончились, мы потом клеили это все на обычный клей для плитки, который, знаете, такой вот, тоже какой-то полипропиленовый клей, такой плитку вот эту клеют, пенопластовый на него. Сонь, вылези оттуда. Да, ты вон наступаешь и вон продавливаешь локтями своими. Посмотри, дырочки делаешь. Хочу сегодня купить пленку декоративную, вот эту вот поверхность обклеить пленочкой. И краску буду покупать, будем это все красить. Краску куплю, наверное, акриловую для внутренних работ, чтобы без запаха была. Вот. И покрасим. Я хотела покрыть вот такой же пропиткой, как у нас пропитан дом весь. Сонь. Вот, но она у нас испортилась. У меня долгое время стояла эта баночка с краской, и, в общем-то, она испортилась, девчонки. Поэтому придется что-нибудь купить. В принципе, издалека смотрится очень красиво, нам очень нравится. Муж вообще удивился, он просто вчера пришел из гаража, говорит, ничего себе, типа ты заморочилась по полной. Вот, так что такие вот дела. Еще сегодня пойдем гулять. Да, пойдем на саночках кататься, у нас идет снежок, у нас вообще хорошая такая погода, небольшой морозец, вот, так что пойдем гулять на саночках. Смотрите, девчонки, заказала, значит, что на Симоленде, вот такие чехлы на подушку, то есть наволочки декоративные, это наволочки из гобелена, материал просто потрясающий, качество отменное. Мои подушки, знаете, немножечко маловаты почему-то, они идут 40 на 40, эти наволочки, у меня вроде и подушки были 40 на 40, но почему-то мои маловаты, не знаю, может у меня 38 они. В общем-то, здесь потайная молния вот такая. Очень хорошо все сшито, качественная ткань, вообще изумительная просто. Вот такую наволочку со свечами я взяла. И с мишками. Вот такую вот тоже очень красивую, посмотрите. Наволочки на Симоленде, в общем-то, стоят по 170 рублей вот эти. Раньше на них была скидка, они были вообще по 115. За 115 я их взять не успела, и поэтому вот взяла за 170. Но так как я занимаюсь совместной закупкой, мне вот этот заказ, он вообще ничего не стоил. Поэтому вот. Следующее, что вам покажу, так, но это не новогоднее, это мне просто очень нужно было, вот эти вот противоскользящие коврики, фирма Даляна.
Многофункциональный для дома, дачи, в машине, в дороге. Ну, в общем, вы все знаете прекрасно вот эти вот коврики. Они там по 90 рублей. Два. Надо заказывать по 2, поэтому вот взяла. Они, получается, 30 на 1,5 метра. Я буду сейчас будем генеральную уборку с вами скоро. Я думаю, что надо какой-нибудь марафончик такой устроить, расхламление. Я там уже начала. Поэтому уберемся на кухне, обязательно к Новому году нужно привести все в порядок. Дальше заказала вот такие вот наборчики. Здесь, значит, в наборе идет черный чай и кедр. Кедровые орешки, такая приятная свинка с Новым годом. Сейчас я вам скажу по граммам, сколько же здесь грамм-то. Черный чай 50 грамм, так, и орешки 100 грамм. В скорлупе, кедр в скорлупе, черный байховый чай, ароматизатор, лимон и мята. Хороший состав. В общем-то, вот такие вот 2 наборчика таких взяла. Так что вот такие вот 2 наборчика. Они, по-моему, были по 69 рублей, девчонки, мне кажется. Что совсем недорого. И еще я взяла тоже 2 подарочных набора. Это вот такие вот «Счастье в новом году». Это просто чай с бергамотом, с лимоном и лепестками василька. По 20 грамм. Вот такие вот 2 пачечки чая. Они были по 30 рублей, мне кажется. Тоже такие как бы в качестве дополнения к основному подарку. Очень даже неплохо. Еще купила вот такую вот скатерть. Текстиль для вашей кухни. Подарите себе новогоднее настроение. Девочки, скатерть, знаете, такая вот ПВХ. Полиэстер, она достаточно, ну, тонкая, но мне нравятся такие скатерти, знаете, чем? Их очень хорошо стирать, и с них вот пятна все, которые там вино разлили, майонез капнули, там, от салатов, в общем, от свеклы, вот с этих скатертей очень хорошо все отстирывается. Что нельзя сказать, допустим, о скатертях, которые из хлопка, потому что там, если пятно впиталось, то все, вот у меня есть хорошие дорогие скатерти, но там такие пятна, которые вообще ничем не выведешь. А вот такого плана у меня скатерти, они служат очень-очень долго. В общем, размер у нее 140 на 180, потому что у меня стол очень большой. Я взяла самый большой размер, который есть. Вот, так что вот такая вот красивая скатерть с Дедом Морозом, с елочками. Выбор там просто огромный, потрясающий, поэтому взяла. Дальше, девчонки, покажу вам вот такой компрессор автомобильный. Я его взяла мужу в подарок. Здесь, видите, 3 насадки, можно мячики подкачивать. И, в общем, основной, ну, такой вот автомобильный компрессор в форме колесика. Если честно, я его не смотрела, не открывала. Можно глянуть сейчас мы с вами его. Потому что у нас... В общем-то, девчонки, я его достала. Вот так вот он выглядит. Что тут наклеено плохо, что ли? Вот, кнопка, я так понимаю. От прикуривателя он работает. Вот. Здесь барометр, или как он там называется, не знаю, как эта штука. И вот такие вот насадки идут в комплекте. Ну, не знаю, хорошие, нехорошие, но, в общем-то, какие-то вот идут насадки. Провод тут, по-моему, 3 метра, что ли. В общем-то, короче, такой вот, как колесико. Не знаю, хороший, нехороший. Но по объему литров, по-моему, мне кажется, приличный там был объем. Манометр это называется. Вот, сейчас я скажу. Время накачивания колеса 6 минут. Радиуса 14. Вот, не знаю, ну, в принципе, наверное, нормально, потому что наш уже совсем очень плохо качает. Так что будет, ну, вот попробуем, не знаю еще. Еще, девчонки, тоже в новогодние подарки мужу и другу его купила 2 вот таких вот пистолета-скребка. Посмотрите, какие они прикольные. И знаете, они такие тяжелые, прям пистолет-скребок автомобильный. Решаю проблемы, тут написано. И посмотрите, как красиво. Пуля дура, скребок молодец. Вот что у меня с голосом. Голос сел. Вот такие, в общем-то, скребки. Они были, девчонки, по 100 рублей. Вообще интересные такие, в общем-то, это. Ну вот решила ребятам купить, в общем, такие скребки. Мне кажется, очень прикольный, такой интересный подарок. Вот, так что ребятам такие вот подарки еще будут на Новый год. Так что пора уже закупаться. Потихонечку закупаемся подарками.
Девчонки, я вернулась из Леро и из Фикс Прайса. Сейчас я вам покажу, что я купила. В общем-то, мне кое-что было нужно для того, чтобы доделать камин, да. Мы купили краску, ну, такую вот эмаль акриловую, матовую. Мне кажется, матовая будет вообще здесь просто шикарно смотреться. В 2 слоя будем покрывать, поэтому вот купила краску и кисточку. Вот, небольшую кисточку. Я думаю, что мы это все прокрасим. Также для декорирования вот этой части и верхней части мы купили пленку. Пленка, она, знаете, такая с текстурой, типа как крашеное дерево. Интересная тоже такая текстура у нее, но сейчас не видно, пока не буду открывать. Потом я вам покажу. Вот, самоклеющаяся пленка. Потом в Леро мы взяли вот такие красные свечи. Очень красивые красные свечи. Мне кажется, они вообще будут просто обалденно смотреться. Вот. Да. Вот эти свечки, кстати, совсем недорогие. Они по 43 рубля, по-моему. А вот это 80, что ли. Или 119. Ну, что-то не очень дорого совсем прям. Пленка 86 рублей. Кисточка 34 рубля. И краска 120 рублей. В общем, совсем эконом-вариант такой, прям совсем, девчонки. Потом Фикс Прайс, значит, мы заехали, я взяла вот эти вот формочки для кексов, силиконовые, они очень классненькие, мне просто не хватает, хочу на Новый год сделать кексиков с курицей и с ананасами, с стержнем для пистолета для клеевого. Хорошие стержни всегда там берем. Паста зубная закончилась, взяла вот такую вот, не знаю, попробовать, с какими-то пластинами отбеливающими. Я хочу примерить. И еще для декорации камина тоже взяла 2 вот этих носочка, переливашки, очень красиво они смотрятся. Мне кажется, все это вместе, красное с золотом, будет очень хорошо сочетаться. И еще взяла вот такого вот снеговичка. Тоже его вот сюда повесим, мне кажется, будет очень хорошо. Бубенцы такие на нем, классные. Все такое будет прям в одном стиле, будет очень хорошо. Ты что, капусту ешь? Молодец. Не переешь капусту, Соня. Так что вот, будем сейчас красить, будем заниматься, наверное, да, а потом посмотрим тогда уже. Покрасили уже одну стеночку, посмотрите, как хорошо, но в один слой пока, да? Кот-обормот. Помощница моя, да? Маленькая помощница. Чуть-чуть вытирай кисточку. Вот. С 2 сторон, да. И пенопласт тоже немножечко прокрашиваем между вот здесь вот как следует надо будет тоже еще потом прокрасить. Ну вот один слой пока наложила. Ну такая прям хорошая имитация получается, красиво. А то вот купили красного побольше, а то мне кажется совсем будет все белое-белое прям. Ну, вот. Сонька едет! Классно? Да. Мам, еще тебя не хватало в травму везти. Я тоже хочу. Да. В общем-то, мы гуляем. Вышли мы гулять. Мама, Моя школа. Дарю тебе цветочек, а сейчас ты хочешь. Смотри, как надо. Ой, нельзянка. Тут нельзянки прикольно, мам. Толкнешь? А? Давай, вставай. Снег идет сегодня целый день, так здорово. Ой, как здорово. Не иди по льду, иди сбоку, сейчас шлепнешься. Ну, представь, вот тебя кто-то смотрит из какой-нибудь жаркой страны.
человек, а у него-то нету снега, и он сейчас как нам завидует. Конечно. Напишите в комментариях, кто из теплых южных стран. Я знаю, даже у меня есть подписчики с теплых стран. Да? Да. Да. Им сейчас повезло, они могут на море пойти. На море сейчас вряд ли. Ну да, сейчас даже не был сезон. Давай, садись, Сонь. Давай, держу, Сонь. Нет. Ноги вытащи оттуда. Пусть ноги вытащит. Вот. Давай. Круто. А где мама, блин? Я тебя потеряла. Смотрите, тут новый стадион построили. Когда в мое детство здесь просто была асфальтированная площадка, на которой мы сдавали все упражнения. Бегали, прыгали, короче. Вот. Здесь вот я училась. Вот там вот постоянно лазили, тоже эти штуки так и есть. А это теплица раньше была здесь. Растения выращивали. Но я уже этот момент не застала. Здесь уже все было разрушено, когда мы учились. Да, Саша? Чего? Ничего. Ты тут не учишься, я знаю. Хотела бы. Что-то. А в этом гараже раньше лыжи хранились. Вставай, не валяйся, нам что, в магазин идти, будешь вся мокрая. Давай, вставай. Не надо меня толкать, не надо, я сама. Мама, я так коснулась. Давай, Соньки неси ватруху. Ну, правильно, лучше на штанах. Я тут 2 раза хочу покататься. Мам, катайся на ватрушке. Мам, давай. Чего? Прокатишься. Не. Что, давай, готова? Все, готова она, давай. Она все. Ай, не могу. Ну давай, забирайся. Сонь, ты далеко села, она тебя не может стащить. Залезай давай скорее. Хватит валяться в снегу. А что, нельзя? Сейчас еще раз, мам, попробую. Умная. Соня, дай ноги. Давай, Сонь, пододвигайся, пододвигайся. Давай. Готова? Готова. Ну, хотя бы одно. Сонька вся, походу, мокрая. Ну все, пошли. Нет. Девчонки, мы вернулись с прогулки. Вообще все такие на эмоциях. В общем-то, нагулялись, накатались вдоволь. Будем пить сейчас чай. Заварили чай, купили каких-то булочек вкусненьких, сейчас я вам покажу. Слушайте, ну вот зима, конечно, в этом году у нас просто очень радует. Нас вообще радует в этом году все. Лето было теплое в нашем регионе. Потом осень была прекрасная, просто золотая, потрясающая была осень. И зима началась ровно 1 декабря, и вот снег он лег в декабре и больше не тает. Это просто потрясающе. Прям вот давно такого не было, чтобы очень нравилась погода, и вот как-то сразу так, знаете, Новый год хочется зиму, хочется что-то вот прям, не знаю. Девчонки, вот такой вот у меня чай, ну, пью обычный, знаете, в пакетиках, не в пакетиках, когда завариваем нури с черной смородиной, вообще очень вкусный, купили лимончик и купили вот такие вот булочки. Конечно, может быть, это пончики с кремом. Мы такими пончиками баловались на юге. Мы так их там полюбили. Мне кажется, только они были не с белой, а с коричневой начинкой. Да, там была какая-то она шоколадная. Вареная сгущенка, что ли, была, не знаю. Вот, мы так на них подсели. Мы, в общем, на юге хлопали постоянно.
Ну вот не знаю, в Пятерке такие же или нет, потому что там производили, прям мне кажется, возле дома у нас что-то делали. Да, там магазин у нас был. Зачем ты такие штаны теплые одела? Ноги замерзли. Замерзли ноги? Нагулялись вообще по полной. По полной программе нагулялись, да, Сонь? Да, будем сейчас доделывать камин и будем суп варить. Вот такой вот у нас камин получился. Девчонки выключили везде свет. Ну, красота вообще. Класс, Сонь. Мне очень нравится. Сейчас мы вам еще покажем его при дневном свете. Но так выглядит все супер просто. Мама, так у нас же еще горит снег. Да, тут все горит. Я тут свечечки поставила. У меня, новогодние такие подсвечники есть. Ну, вот. Здесь таблеточки, ну, потом он, по-моему, перегорел уже там, да. Ну, Домик ладно, тоже там выключили, свечечка Вот, смотри. включается. В общем-то, вот такой у нас камин получился, девчонки. Я вообще балдею, мне так нравится. Мне тоже очень мама нравится, красиво очень. Так что вот так. Вообще сюда запихнул, Девчонки мои сидят сейчас, делают такие новогодние шарики, вставляют стразики. Сонька пьет чай. Хотела вам показать в завершение уже. Давайте свой маникюр. Вот недавно буквально переделала. Посмотрите, какой потрясающий. Прям зимний-зимний. Я удивляюсь просто, как мастер вырисовывает вот этих вот снеговиков, вот эти вот маленькие элементы. В общем-то, ну, ты это его просто знаешь? здорово. Здорово, бесподобно. Вообще смотрится потрясающе. Вот такие снеговички у меня на 2 пальчиках. Ну что ты хулиганишь? Пьет чай. Уже поздно, мы сегодня пришли с танцев, уже в понедельник вечером доснимаю, поэтому буду прощаться с вами. Всем пока-пока и увидимся снова.